танго. Что не может не радовать. Нету никакой дисциплины в этом народе. Ляпота. Не хуже, чем в Риме, не правда ли? Заблуждался. Поешь кокешечку. Всем привет, это мое очередное видео из Южной Америки, а точнее из солнечной Аргентины, из лучшего города в Южной Америке Буэнос-Айрес, ну, по крайней мере, лучшим для меня. А вы мне напишите в комментах, что вы думаете по поводу этого города после просмотра этого видео. Ну и начну это видео с самого главного лайфхака по приезду в Аргентину, с лайфхака по балабосикам. Одним словом, здесь можно превратить 1 евро в 2 евро. Я вам сейчас расскажу как. Аргентина всегда находится в кризисе уже последних лет 20. У них постоянные дефолты и так далее. Местные жители, собственно, получив зарплату, пытаются ее сразу перевести в доллары. Поэтому здесь возник черный рынок, так сказать, валюты. Одним словом, перед каждым обменом валют стоит специальный человек, который с радостью у вас купит ваши еврики и баксы по цене черного рынка. Но это немного опасно, потому что можно купить, как говорится, кирпич. Кирпичи никому не нужны, поэтому мы будем делать это безопасным способом. Безопасный способ, это, кстати, не реклама, это Western Union. Почему? Одним словом, как это все работает. Вы отправляете деньги, свои еврики или доллары сюда, самому себе, на счет Western Union, да? Заводите аккаунт и сами себе отправляете. Отправляете вы доллары, но доллары вы, допустим, получить не сможете здесь. Вам отдадут их в местной валюте, эту сумму, и отдадут по очень сладкому курсу. То есть курс официальный 180 местных тугриков за 1 евро. А Western Union вам отдает ту сумму, что вы перевели в евро, по 320 за 1 еврик. То есть, видите, практически в 2 раза вы получаете больше денег, чем обменивали бы по официальному курсу. И, конечно, не дай бог обменивать вам деньги в аэропорту, потому что там вообще дадут вам 150. То есть вот такой лайфхак. Заводите аккаунт Western Union, отправляйте сами себе деньги и получаете в 2 раза больше. И наслаждайтесь Буэнос-Айресом. Чувачок предложит, да? Доброе, хорошо. Вот, собственно, чувачок предлагал нам обменять деньги. Но мы сделали более умно. Кто знает, может, за углом он нам кирпич предложит купить. Будьте аккуратны, берегите себя. Не заплывайте за быки. Да. И не покупайте. Да, и не покупайте кирпичи. Обменивайте валюту только в Western Union. Ну, правда, есть минус. Во всех Western Union будет очередь. Потому что вы не один такой. Так, не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. А мы мчимся дальше, вперед к приключениям. После того, как вы превратили 1 евро в 2 евро, хочется петь. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. По прибытию в любую страну первым делом вы хотите заполучить интернет на свой любимый смартфончик. Чем мы, собственно, и не преминули заняться. Итак, первая миссия – добыть сим-карту. В этом туре по Южной Америке мы посетили 4 страны. И я бы сказал, что во всех было очень легко получить сим-карту. Просто покупаете сим-карту, вставляете телефон, и у вас все работает. Но Аргентина – это что-то такое специальное. Нас отправляли из одного магазина в другой, даже завернули вот сюда. Где еще можно в Буэнос-Айресе купить сим-карту? Только в секс-шопе. Ох, ребята, заполучить сим-карту в Аргентине вообще это практически нереально. Это какой-то квест. Короче, вы покупаете сим-карту, но ее нужно активировать. Активировать ее можно только с аргентинским паспортом. То есть вы вбиваете любой европейский, вообще не работает. Просто говорит, нет, все. То есть в итоге мы зашли в, знаете, такие информационные отделы для туристов есть по городу. Ну вот мы зашли в один из таких отделов, и девушка под именем Брендо решила нам помочь. То есть мы обошли
Прошли пару магазинов, она там с ними пообщалась. Короче, выяснилось, что как бы ну никак без аргентинского. Пришли к ней в офис, попробовали к Wi-Fi, подключились к Wi-Fi, и всю ерунду. В итоге она взяла и вбила свой паспорт, на нее зарегистрировали сим-карту туда-сюда, отдали ей кэш. То есть, если у вас есть проблемы какие-то, забегайте в такие места, и люди вам помогут. То есть, люди очень гостеприимные, подсказывают, показывают, просто спасли нас. И теперь у нас есть интернет. Ура! Ура! Первым делом мчимся в театр. Театр называется Театро... Как он? Театр Колон. Театр Колон называется. Как только мы его увидели на картинках в сети интернета, Ставит интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. нам захотелось сразу сходить на балет, либо в оперу, либо концерт какой-то там послушать, посмотреть. Но когда мы начали гуглить билеты, оказалось sold out на все. Ну, собственно, он выглядит на фотографиях похоже на Мариинский театр города Санкт-Петербург. Но мы не расстроились, мы взяли тур по этому театру. Турчик стоит около 22 евро на человека. Нет, 11 евро на человека. И мы заплатили 22, потому что нас двое. Турчик может быть на английском, португальском или испанском. Но мы взяли на английском, и он где-то очень редко, на испанском есть каждые 15 минут, поэтому мы жутко спешим. Ломимся в театр. Местная Марииночка, так сказать. Театр Колон является одним из самых престижных оперных театров мира и является ярчайшим символом культуры Буэнос-Айреса. Как вы видите, здание построено в стиле Ренессанса и барокко, что очень даже радует глаз. Кстати, зал театра считается одним из самых акустически совершенных залов мира. Построен театр был в начале прошлого века, и в то самое время он являлся одним из самых модернизированных театров, так сказать. Тогда только электричество появилось практически на свет, и он был весь электрифицирован. Сами понимаете, вся элита города собиралась здесь в те самые времена, так как интернета еще не придумали, а посплетничать хотелось всем. Кстати, во время представлений под куполом театра находятся музыканты. Они располагаются над вот этой самой люстрой. Кто знает, может, именно в этом секрет акустики этого зала. Окультурился я в театре Колон. Это местный театр оперы и балета. Очень хотелось посетить, но не вышло. Все билеты распроданы. Очень они гордятся акустикой этого театра. Говорят, когда Паваротти сюда приехал, он очень жаловался на акустику. Она чересчур хорошая. И он печалился, что всю его лажу будет слышно. Не повторяйте мою ошибку. Если вы соберетесь ехать в Буэнос-Айрес, покупайте билеты за полгода в этот театр, тогда у вас есть шанс его посетить. По-другому только экскурсия на английском, на испанском, португальском. 11 евро, и вы счастливы посетили театр. Как бы. Вообще этим городом можно бесконечно любоваться даже во время простых прогулок, когда вы перемещаетесь от одной достопримечательности к другой. Вы только посмотрите на эту архитектуру. Ну чем вам не Париж, не Рим, не Мадрид? Выглядит очень по-европейски. Виктория, скажите мне пару слов, что вы думаете о паблик-транспорте, так сказать, о публичном транспорте для местных жителей в этом замечательном городе Буэнос-Айрес? Я очень огорчена. Я расстроена. Чем же? Ну, в смысле, чем же? График неправильный, не соблюдают график. Непонятно, когда приезжает. Нету никакой дисциплины в этом народе. Да. Поесть приходишь, приносят через час. Автобус приходишь, написано раз, должен приехать, а он не приезжает. Как с этим жить? Вот не знаю. А говорила, нравится Буэнос-Айрес. Ты тоже говорил. Заблуждался. В городе замечательные остановочки, замечательное табло с расписанием автобусов. Расписание есть
Табло есть, а автобусов нет. Наука есть, а жизни нет. Ездят автобусы как хотят и не придерживаются никакого расписания. Но если вы все-таки дождались, так сказать, хорошего автобуса, то как минимум цена за проезд вас порадует. В районе 20 евроцентов. Если вы сели в аргентинский автобус, то вы под защитой Святой Девы Марии. И в каждом автобусе имеется памятка по поводу того, что Фолклендские острова являются все еще аргентинскими, чтобы жители Аргентины не забывали, кого ненавидеть. Вообще в Буэнос-Айресе транспортная система развита просто великолепно для 15-миллионного города. У них имеется метробас со своими выделенными полосами, по ним автобус просто мчится. И имеется очень большая сетка метро. Также поезда, электрички и так далее. Одним словом, респектуха. Итак, я добрался до здания Конгресса Аргентины. Здесь, собственно, заседает правительство этой замечательной страны. Правительство ввело страну в кризис тотальный. Уже последние лет 20 у них здесь постоянный кризис. Но здание выглядит великолепно, не правда ли? Было построено в 1898 году. Ляпота. Не хуже, чем в Риме, не правда ли? Ну, чем вам не Ренессанс? Ну а справа вы можете видеть известное в Буэнос-Айресе кафе, мельничная кондитерская. Видите, как они празднуют победу Аргентины в финале чемпионата мира. В здании Конгресса, кстати, проводятся экскурсии. Мы тоже хотели посетить это место, посмотреть на него, так сказать, изнутри. Внушительная громадина. Но так как мы находились здесь в канун Рождества, все уже было закрыто. И нам удалось посмотреть только это здание снаружи. Ну и вообще экскурсии здесь нужно заказывать заранее, так что если вы поедете в Буэнос-Айрес, закажите заблаговременно билетики. Перед зданием Конгресса расположен памятник аргентинских политиков и героев. Также на этой площади Конгресса имеется небольшой сквер, в котором можно посидеть, отдохнуть и полюбоваться красотой этого здания. Также на этой площади празднуются важные события и различные празднования самой Аргентины. Одно меня удивляет, почему на здании Конгресса и на здании этого памятника после выигранного чемпионата мира не написано «Месси». Может, я просто не вижу? О, Месси! Ха, нашелся! Ну, может себе позволить, чемпион все-таки. Бегая по достопримечалкам, мы притомились и решили забежать жахнуть кофейку. Набрели мы на традиционный кофе-бар. Это разновидность местного заведения, сочетая в себе кафе и, так сказать, бар. Местные очень любят здесь встречаться, что днем бабахнуть кофейку, что вечером бабахнуть пивандера. Как вы видите, кофе-бар достался нам очень аутентичный. Цены, так сказать, прилагаю. Так, ребята, минутка мысли вслух. Проходишь ты так мимо Старбакса или какого-нибудь Макдака, и там полно американцев сидят. То есть они приехали в другую страну и быстренько бегут жрать свои бургеры, пить в Старбаксе и так далее. То есть, одним словом, поддерживают свои мультикорпорации. А рядом, вот буквально через дорожку, мы зашли в такое уютное местное кафешку. Очень живописное, прикольное. Поддержали малый бизнес, попили местного кофейку. То есть, так сказать, ощутили всю прелесть Буэнос-Айреса. Вот иногда вот такая прелесть встречается в Буэнос-Айресе. Ну а что делать? Страна-то теплая. Почему нет? Да? То есть как-то так. Не поддерживайте мультикорпорации, поддерживайте малый бизнес, ребята, во всех странах мира. Всегда.
Если вы будете бродить по достопримечалкам Буэнос-Айреса, как делаем это мы, вы много раз будете пересекать улицу 9 июля. А это и есть та самая улица, самая широкая в мире, ширина ее порядка 110 метров. Собственно, точно успеете ей насладиться. Вот и мы попали немножко в этот трафик. Кучу светофоров нужно пересечь. Вот так вот она примерно выглядит сбоку. Здесь полос я, наверное, не сосчитаю, но вот я вижу автобусных только 8 и автомобильных, ну, не знаю, штук 30. Ну, по всей видимости, они пешеходные переходы в цвет флага замутили. И эта улица после победы в чемпионате мира по футболу была просто заполнена миллионами людей. Было просто битком. В другом моем видео вы сможете увидеть весь этот эффект победы в чемпионате мира. Что это значит для Аргентины? Марадона. Ну а сейчас мы попробуем пересечь эту улицу. 9 июля, напомню, она называется. И она самая широкая в мире. Видимо, памятник Дон Кихоту Ла-Манческому, судя по виду. Все еще зелененькие. Здесь, кстати, не зелененькие человечки, а беленькие горят. Потом загорается красный, говорит, через сколько загорится красный. Ну, чтобы ты хоть как-то смог остановиться в каком-то районе этой широчайшей улицы. И венчает эту улицу громадный обелиск, что был построен в 1936 году 400-летию Буэнос-Айреса. А во время празднования победы в чемпионате мира в этом обелиске забаррикадировались фанаты, которые немножко нахулиганили, и ОМОН нежно и мягко, массирующими движениями, выгнал их оттуда. Одним словом, на переход этой улицы вы потратите 2, 3, 4, 5 минут. Буэнос-Айрес и Аргентина известны не только Месси и Марадоной, но и танго. И сейчас я отправляюсь на пати в стиле танго. Одним словом, здесь продаются такие шоу-туры в танго, да? Так как бы отдельно ты не можешь прийти на шоу танго, просто вот шоу. Шоу обязательно идет с ужином. То есть вы ужинаете напротив сцены, и после ужина перед вами танцуют пары, танцуют танго. Вот посмотрим, как это и что это, и с чем это едят. Одним словом, сегодня я иду наслаждаться танго. С прекрасным ужином, с прекрасной леди. И надеюсь, что с прекрасным вином. Помойка на заднем плане, а? Надеюсь, мой вечер продолжится с прекрасной леди, с прекрасным танго, с прекрасным ужином, с прекрасным вином. Правда, так как я травоядный, меня пытают смутные сомнения по поводу вегетарианских опций, но все-таки надежда остается. И умирать последний. Да, пойдем умирать в танго. Буэнос-Айрес по праву считается родоначальником танца танго. Говорят, танец возник в конце 19 века именно в Буэнос-Айресе, в городе эмигрантов. Что надо? Деньги надо. А деньги надо? А без денег можно? Не спросила. Хорошо. Вообще стоимость такого шоу варьируется от $60 до 100-120, но мы вот взяли за 80. Шоу, кстати, обещает быть с живыми музыкантами. Можно купить фотографию у местного фотографа, вот так вот он вас наряжает и продает вам фотографию потом. Я лично от фотографии отказался, так как не особо фотогеничен. Перед шоу вам приносят меню, в котором вы можете выбрать все то, что вы будете употреблять. Практически как в столовой 1, 2, 3. Порции, надо сказать, довольно-таки внушительные, только посмотрите на Викино блюдо. А компот? Компот. Великолепный аргентинский компот прилагается. Ваше здоровье? Давайте будем. Все часовое шоу я вам, конечно, не покажу, но кое-какую нарезочку я вам здесь предоставлю. Но поверьте, даже если вы не любитель танго, раз в жизни это стоит увидеть. Milonga para recordarte, milonga
Знаете, когда вы в долгой поездке, вам периодически нужно забежать, так случается, в аптеку. Вот мы забежали в местную аптеку, и вот что я там увидел. Не, ребята, я думал, это только в Европе такие аптеки. Но здесь куда круче. Здесь можно купить макарошек, бонус-пакет, какие-то печеньки. Ну, чайка можно какого-то взять, там, матышки, немножко не побриться, прокладок, ну, может, гондончиков каких-то, я думаю. Вот, протеинчики купить, там, сиськи подкачать, витаминки. Бля, где аптека здесь? Здесь пиво намного холоднее, чем любовь твоего бывшего. Вот сюда за пивком, ребят. Gracias. Вообще, ночная жизнь Буэнос-Айреса насыщена, так же, как и любого большого города. Но мы приключений ночных не искали, так как мы находимся уже месяца в нашем турне по Южной Америке. Но пройти мимо барчика с названием Вальхалла я не мог. Эх, было дело, я снимался в сериале «Викинги» и проводил с Флоки целый день на съемочной площадке. Очередное прекрасное утро в Буэнос-Айресе началось с бытовухи. Когда ты в туре, очень важны постирушки. Вещи пачкаются и их надо постирать. В любом отеле вам ее постирают, но спросят 20 евро за это. Но лучше пойти в локальную. Но в местной постирухе нам обошлось постираться 3 евро. Жизнь с перчиком, так сказать. Смотрите, какого размера здесь перец. Чтоб я так жил. Поешь кокешечку. Самый большой минус Буэнос-Айреса – это какашечки на улице. Они очень любят собачек, но очень не любят за ними убирать. Они даже у римлян герб сперли. В Буэнос-Айресе можно найти разные развлечения. Вот, допустим, прямо на улице вот такие вот флеерки приклеенные. Это буквально для массажа всего тела, видимо. К сожалению, ничего не выйдет. Руссо-туристо. Облика морали, Ферштейн. Так, этот монумент находится на площади Форса Арейра, Аргентина. Этот монумент был воздвигнут аргентинцами британского происхождения в честь Майской революции. Не правда ли по-британски выглядит, да? Сейчас мы пойдем туда, зайдем. По всей видимости, наверху есть экскурсия, и можно посмотреть на всю площадь сверху. Итак, башня Торре Монументаль была воздвигнута в 1916 году и изначально называлась телеграфной башней. Высота этого великолепного сооружения 67 метров. Билетик обошелся в 2,50 на евро по официальному курсу, по неофициальному меньше 2. Милые дамы разговорчивые продают. Что вам рассказали про мате? Про кружечку? Где ее достать? Сама кружечка тоже называется мате. То, что мы говорим мате-чай, это для них трава просто. Они говорят, как это ерба, трава. Okay. А так можно купить кружечку в любом супермаркете, в любом магазинчике, но в зависимости, конечно, от качества. Ну, я видел, у нее такая специальная, она кожа обшита такая, да. И при этом трубочка. Очень красивая, да. Обязательно нарой себе кружечку здесь. Но вот это вот чик-чик-чик-чик, это и есть часы, которые работают до сих пор. Ну, я так и понял, что это звук Смотри, это механизма часов. Видно, да? Смотрите, какой у них океан. Отсюда видно океан. Нет, не океан, это залив между Аргентиной и Уругваем. Видите, он такого цвета, прям такого песочного. Не как в Доминикане, конечно. Очень песочный такой, да? Как будто пустыня даже издали. Находится башня на площади, что называется Плаза Фиярис, и находится в самом центре Буэнос-Айреса. Да, здесь имеется метробус, так же, как и в Боготе. У него выделенные полосы и станции такие, видите, накрытые. Причем солнечными батареями покрытые, в отличие от Боготы. А это вид на центральную станцию Буэнос-Айреса. Эсташо Ретиро. Я, кстати, когда после матча вчера пытался добраться до центра, я даже рассматривал варианты поезда, но поезд тоже не ходил.
Папочка, Estación Retiro. Эстасьон Ретиро. Так называется центральная станция Буэнос-Айреса. Гуляя по Буэнос-Айресу, по крайней мере, у меня складывается впечатление микса архитектуры европейской и американской. Вот посмотрите на здание вокзала, довольно-таки по-европейски выглядит. И если мы повернемся налево, вы увидите громадные небоскребы какого-нибудь там Нью-Йорка. То есть мы тут пришли к выводу, что Буэнос-Айрес двоякий город. С одной стороны, вы вот так смотрите и думаете, я где-то в Америке, да? То есть в каком штате Майами, потому что здесь пальмочки присутствуют и так далее. А если вот посмотреть вот на то здание, там уже такое европейское какое-то парижское здание. То есть такая смесь между Америкой и Европой. Что не может не радовать. Если продолжать тему об архитектуре, посмотрите, как выглядит центр Буэнос-Айреса. Кстати, в Буэнос-Айресе очень популярно сдавать свою собаку на прогулку специально обученному человеку. Вот девушка выгуливает 4 собак в прекрасном парке. А хозяева где-то с Буденца после празднования победы Аргентины отдыхают, по всей видимости. Или наоборот работает, потому что сегодня не выходной. Да. И сегодня все поймут, если ты не выйдешь на работу. Это да. Аргентинцы очень любят домашних питомцев, в частности собак. И в Буэнос-Айресе очень много кафе, ресторанчиков, так сказать, dog-friendly, куда вы можете прийти со своей собакой. Итак, ребята, я на Плаза де Майо. Одним словом, площадь Майо. Это центральная площадь в Буэнос-Айресе. Довольно-таки живописная, что не здание, так красота. Вот видите на заднем плане. И вот позади меня Каса Росада. Каса Росадо. Это резиденция президента Аргентины. Он здесь заседает, делишки свои грязные мутит, но он здесь не живет. Одним словом, историческое такое место уже стало давно национальной достопримечательностью, и все туристы сюда приходят. Вот и я приполз показать вам эту достопримечалочку. Живописненько. Пальмочки вот очень в тему. Для испаноговорящих Каса Росада и Плата дель Майо, или Майо, как тут говорится. Так что наслаждайтесь. Здание Каса Росада имеет такой вот розовый цвет. А розовый цвет это здание имеет, потому что, по преданию, в краску добавляли бычью кровь. Ну, подозреваю, что сейчас-то туда вряд ли добавляют бычью кровь, но легенда звучит неплохо, не правда ли? С архитектурной точки зрения такая смесь итальянского ренессанса и испанского колониального стиля. Вот с этих самых балкончиков по традиции президенты Аргентины вещают народу свои приказы, указы и домыслы. Как вы видите, перед резиденцией президента имеется памятник генералу Мануэлю Бельграну. Как вы видите, до сих пор к памятнику приносят цветы, потому что этот генерал сыграл важную роль в борьбе за независимость Аргентины. По левую сторону от дворца вы можете видеть здание Национального банка Аргентины. Очень живописное здание и, прям так сказать, не портит картину этой площади. Надо сказать, за этим зданием начинается район банков. Район с очень интересной архитектурой. Туда мы заглянем буквально через парочку секунд. Ну и, естественно, в свободном обществе рядом с дворцом президента вы вполне можете устроить себе протест. Вот так вот разбить лагерь и высказать свое мнение. Ну а вот в некоторых странах даже за лайки садят. Так сказать, вот эта память останется на века, на года, даже я бы сказал навсегда. А сейчас важно вот это.
Это главная площадь перед дворцом президента, где он заседает и творит свои черные делишки. Да? А вот здесь вот по кругу происходит акция протеста сразу после чемпионата мира. И я считаю, вообще даже не важно, против чего люди протестуют, но они как минимум должны иметь право на протест и на выражение своих мыслей и идей. Вот. В Аргентине это вполне свободно вот здесь происходит прямо сейчас. Вот. И куча ОМОНа не прибегает тут массировать этих людей. Все вполне честно и свободно. И вот репортеры вон там, где стоят с камерой, снимают все это происходящее. Вот так вот живут свободные люди. По улице Банков можно добраться до здания Конгресса. Но здания здесь такие, так сказать, монументальные, громадные сооружения с такими красивыми фресками, колоннами и старинными дверями. Вот такие вот двери, фрески. Можно почувствовать себя лилипутом в такой атмосферке. Окна такие зашторенные, как будто они кого-то боятся. Видимо, чтоб никто не догадался. Но вот это что-то такое из советской оперы. Такой практически брутализм, сталинизм. Я имею в виду в архитектурном плане. Смотрите, какое внушительное, современное, так сказать, модерн здание. Прямо-таки нависает над вами. Можно сказать, скульптура современного искусства, а не здание. А у них, видимо, такие же законы, как у нас в Дублине. То есть фасад здания вы не имеете права сносить. То есть фасад исторически должен находиться на том же месте, где он всегда и стоял. И, как вы видите, они вполне это все соблюдают. Видите, фасад стоит себе. А в нескольких метрах за ним находится громадное здание, так сказать, небоскреб. И с одной стороны вы не нарушили закон, фасад, где стоял, там и стоит. Вот такие, так сказать, дабл-стандарты. Двойные стандарты, что у нас в Ирландии, что здесь, в Аргентине. Банки, банки, банки. Банки за банками. Ну вот дверь они не поменяли, оставили ортодоксальную, так сказать, старинную. И выглядит очень круто, я бы сказал. О, автолюбители тут. Тут одностороннее движение, а я тут хожу себе, нарушаю. Ну и неожиданно здесь появляется церквуха. Ну, видимо, банкиры ходят грехи замаливать. Вот здесь написано на испанском «Соучастник диктатуры». И что мы здесь находим? В Банковском районе? Правильно, церквуха. Главный соучастник диктатуры. Я думаю, это не только в Аргентине, но и, скажем так, во многих странах современного мира. Вы только посмотрите, на что мы набрели. Перекресток, на котором на всех углах находится кафешка. Посмотрите, 1 кафешка, 2 кафешка, 3 кафешка, 4 кафешка. Ну, тут мы просто обязаны зайти в кафе. Ощущаю себя человеком из 80-х, как будто я в фильме 80-х годов. Что мы точно там ели, я уже и не помню. Но выглядит аппетитненько, не правда ли? Если вам интересны цены, нажмите паузу и посмотрите. Все южноамериканцы любят тырить названия у всего мира. Я был в городе Медельин и побывал в Нью-Йорке, Сан-Франциско, в Берлине за один день. Ну и, собственно, Буэнос-Айрес недалеко ушел. Я нахожусь в Палермо. Да еще не в простом Палермо, а в Палермо Голливуд. Посмотрим, как оно здесь. Элефант, мороженое, наверное. Тут мороженое, да. Мороженки, бургеры. Такой райончик поесть. Ну, тут Палермо, одним словом, такой тусовочное место. Если вы грамотный хипстер, и вам хочется жрануть и выпить за нормальный лавандос,
То есть здесь вот придете, здесь куча кафешек, ресторанов, район ресторанов, короче. Я даже не знаю, сколько здесь, тысячи, наверное. И небольшой такой рынок на площади. Ну, он такой закрывается, Рождество уже вроде как настало. Ну, вот кафешек там полно. То есть все улицы просто это кафе на кафе. Просто даже ничего, кроме кафешек, здесь просто нет. Иногда магазинчики встречаются такие, знаете, типа бутиковые. Вечером у нас был самолет в Сан-Паулу, и поэтому здесь мы оказались почему-то днем. Вообще, этот район считается тусовочным таким пати местом, поэтому здесь лучше оказаться вечером, как вы понимаете. Как вы видите, на этом районе присутствуют не только кафешки, но и уличное искусство присутствует в полном объеме. Полно различных граффити, как вы видите. Естественно, Месси и Марадона. Ну, вообще, одним словом, если вы любите пати, то вам на этот район сюда вечерком окультуриться, так сказать, обтанцеваться и проснуться где-нибудь в новом неожиданном месте. Представляешь, что ночью все огнями горит. Да, ночью здесь пати плейс. Окей, эта церковь Базилика Святого Причастия была построена в 1914 году в Буэнос-Айресе. Говорят, она очень красивая и незабываемая. Пойдем глянем. Как видите, архитектура что-то типа неоготики, ну а внутреннее убранство церкви восхищает своей роскошью и красотой. Вы только посмотрите на эти арки, окна и скамейки. Я небольшой любитель церквей, поэтому погнали дальше. Ух, я тут забрел в мотешный рай. Смотри, у них даже эти чайнички есть такие, как мотешницы уже. Прикольно. Мотешница. Аргентина очень известна своим чаем мате. И вот мы набрели в магазинчик мотешниц. Судя по виду этих джентльменов, довольно-таки футбольный бар. Должен быть. Прямо при входе вы видите, как специально обученный человек изготавливает пасту прямо на ваших глазах. Да это же равиоли. Ну это же пельмени. Да, но все-таки равиоли. В этот ресторан, кстати, можно попасть только по предзаказу, что мы, собственно, и сделали. Заказали столик заранее. Как только вы проходите вглубь ресторана, я бы сказал, у меня открылся рот. Вы попадаете как будто бы в музей. Я пойду прогуляюсь, Вик. Заказывай мне все, что хочешь. Давай, вино, давай. Мне любезно разрешили походить, поснимать этот чудесный ресторан. Чего вы здесь только не найдете. От различных скульптур, непонятно откуда привезенных, до ретро-автомобилей, которые вы можете увидеть только в музеях. По всей видимости, первая Веспа какая-нибудь. Формула-1 пошла. Да и вообще, какой только всячины вы здесь только не найдете. Короче, возвращаюсь тут с игры, а пацаны уже тусят. Говорят, и Цезарь здесь бывал. Но все это создает такую чумовую атмосферку, что прям не хочется отсюда уходить. Видимо, на это и расчет. При желании вы даже можете поужинать в кресле стоматолога. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит мои видео, кто досматривает их до конца. Поверьте, это очень важно для алгоритмов YouTube, для того, чтобы он показывал мое видео другим людям, которые, возможно, еще не видели их. Также важны лайки, репосты, вы сами знаете. И не забывайте подписываться на мой канал. Если у вас нету на YouTube еще своего аккаунта, то обязательно его заведите. Это всего парочку минут займет у вас. И подпишитесь на мой канал. И вы не будете видео пропускать мои следующие. И это даст развитие моему каналу. Огромное спасибо всем тем, кто мне помогает. Особенно тем, кто сделал вот эту вот заставочку для меня с подписью.
Надеюсь, с этой заставочкой я получу больше подписок. И огромное спасибо тому, кто делает для меня превьюшки к моим видосикам. Я их абсолютно делать не умею, но есть очень талантливый человек, который мне помогает с этим. Мне нужно его видеть, его нужно чувствовать. Новый император. Эх, прощай, Буэнос-Айрес. Я буду скучать по утреннему чаю мате, буду скучать по Диего Армандо Марадоне, по Месси и по всему духу футбола и по чемпионству Аргентины. Буду скучать по моим приключениям в Игуазу и в Хуй-Хуе. Извиняюсь за выражение, но это название города. Ну, естественно, я буду скучать по мягким и свежим какашечкам собак, в которые я вляпывался практически каждый день в Буэнос-Айресе. Но, тем не менее, мне все очень понравилось. Также понравилось танго. Ну и черт с ним, с танго. Тем не менее, я буду скучать по этому городу и надеюсь когда-нибудь сюда вернуться. А вам желаю больше путешествовать. И помните, что жизнь у нас одна, а путешествовать нужно больше. Хорошего дня.